Я скажу для зрителей, сегодня у нас подкаст с Сергеем Гайдаем, политолог, политтехнолог. Ну, я знаю, что у вас и бизнес есть, можно назвать предпринимателем в том числе вас. Да, безусловно, причем мы не только выпускаем снеки из льна здоровые, фьючипсы называется, у меня еще основной бизнес, я все-таки являюсь консультантом в области маркетинга, пиара, рекламы. У меня есть агентство, оно еще не окончательно с войной свернуло работу, кое-что мы делаем. Понял. Ну, я уверен, большинство зрителей вас так или иначе знают, вы довольно-таки медийный человек. Я, честно говоря, планировал начинать разговор с одного, но начну с более актуальных событий в связи с происшедшим в Новой Каховке. Я хотел бы вас спросить, вот мы сейчас что видим? Вроде как сообщают, что началось контрнаступление, случилась эта трагедия с ГЭС. И в то же время только сейчас приходят сообщения, что нам действительно одобрили F-16. Танки, как-то, может, я что-то не понимаю, не могу понять, возможно ли это использовать сейчас. Что-то мне подсказывает, что-то на более позже период, например, там на осень, ну не знаю, или на зиму. Как вы думаете, какой ваш прогноз вот по ближайшим событиям? Смотрите, сразу говорю, вряд ли меня можно назвать военным экспертом, я так же, как вы, смотрю разные каналы, разные информационные источники, и мне кажется, что и рассуждаю об этом как обычный гражданин Украины, там особых знаний. Может быть, я чуть-чуть больше понимаю про ПВО, потому что я там служил. Еще в советские времена я служил в ПВО страны, поэтому я примерно понимаю, как работает система. Вот, поэтому про танки. Ну, во-первых, танки в Украину пришли давно, и они есть. Я это знаю, потому что некоторые мои знакомые служат в танковых частях. Вот. И, соответственно, я думаю, что танки должны быть уже готовы к наступлению, если речь идет о леопардах. Да, безусловно, есть еще и у нас и челленджеры, есть у нас еще и даже поговаривали, вот про Абрамсы не знаю, но говорили, что даже Абрамсы появятся. Но в Украине и бывших советских, скажем так, танков более чем. И тех, которые трофейные, и те, которые были. Более того, есть танки «Оплот», которые выпускал Харьковский завод. Другое дело, что лично я считаю, это конкретный вопрос к президенту Порошенко, который с 2014 года, став президентом, мог сделать все, чтобы у нас в армии оплотов, количество оплотов измерялось тысячами. 1500 танков – это то, что нам было необходимо. А их, по-моему, на момент ухода президента Порошенко с поста было не более 6-8. Вот. Но вопрос. Как это случилось, если человек прекрасно понимал, в отличие от обычного обывателя, что нас ждет, и какой враг нам противостоит, и какие угрозы с Востока мы имеем. Другое дело, что и президент Зеленский не очень был озабочен, скажем, перевооружением или вооружением нашей армии. Поэтому сегодня мы полностью зависим от наших западных союзников. Вот. Что касается F-16, если верить наиболее публичному эксперту в этих вопросах, Роману Светану, то он говорит, что на самом деле освоение F-16 профессиональным летчикам, который до этого летал на советских типов самолетов, это 2-3 месяца. Вроде они уже месяц назад стали учиться, поэтому, безусловно, принять участие F-16 в этом наступлении, которое, говорят, уже понемногу идет на фронте, они не могут, но к концу, к осени вполне. Причем там больше, мне кажется, дело не только в обучении летчиков, сколько в построении необходимой инфраструктуры для обслуживания этих самолетов. Вот. Занимается ли этим наше Министерство обороны, я не знаю, хотя Алексея Резникова я видел вот уже сегодня. Он делал небольшой доклад в Украине, тут у нас проходил форум о будущем нашей страны после войны и о возможностях ее восстановления, и у него было его полчаса выступления, которые были неожиданными, быстрыми, ему задавали вопросы, и он отчитывался, какие приоритеты есть в вооружении. Если я правильно понял, то они следующие. Первое, чем занимается сегодня и что является очень важным, это полностью для Министерства обороны закрыть небо. Это как раз те самые системы ПВО, которые потом дали нам возможность, причем закрыть небо, он сказал, не только над крупными агломерациями, крупными мегаполисами, а по всей стране. Ну, очевидно, речь идет о том, что если мы будем строить и завод по производству
снарядов. Армия наша активно переходит на 155-й калибр. Это натовский калибр. И если сюда придут ремонтные мастерские для тех же Абрамсов и Леопардов, они должны быть прикрыты сверху, потому что Россия имеет куда больше возможностей, чем Украина, по нанесению ракетных ударов. И мы это ощущаем на себе, потому что каждую ночь почти к нам что-то прилетает сверху. Да. Над Киевом ПВО справляется очень неплохо, поверьте мне, как ПВОшник. Я бы сказал, что сегодня личный состав украинских ПВО один из самых лучших в мире. Уровень тренировок колоссален на реальных целях, причем тренируются на ракетах, даже не на самолетах. Ракету сбивать в 10 раз сложнее, чем любой из типов самолетов. Вот. Второй приоритет – это они заняты артиллерией, потому что артиллерия – это основной инструмент поражения живой силы противника. Ну и, естественно, ракеты средней дальности для Украины, которые бы поражали цели, обеспечивали нам демилитаризованную зону в России на километров 200-300, так, чтобы россияне не могли пользоваться своей авиацией, которая сбрасывает на нас бомбы в приграничные районы, и не могли своими ракетными возможностями пользоваться. Это, к сожалению, у нас придет третий, пока первые два не будут выполнены. Это я вам передаю то, что говорил Резников, а он больше в этом разбирается, чем Сергей Гайдай. Я вам сразу скажу, что все мои вопросы, которые я там планирую вам задать, о чем поговорить, они все как бы с запросом на политическую оценку больше, чем на военную, абсолютно. Я сам не являюсь специалистом там в военной сфере, я могу говорить просто как гражданин и как там с точки зрения, как я это вижу, политической. Вы упомянули форум. Зеленский вот на днях дал пресс-конференцию, там были разные вопросы от журналистов, в том числе, которые очень интересно звучали, там и формулировка вопросов, и ответ Зеленского. И в целом сейчас очень много ходит разговоров. Я видел ваш эфир с Себастьяновичем. Я сказал своей аудитории, потом вижу, вы это сказали. То есть я так понимаю, что все-таки в ДИЕ будут выборы, потому что есть информация, что они наняли айтишников очень много в Киеве. Большой офис сняли, допиливать ДИЮ. Ну, там какие-то моменты технические, я так понимаю, под выборы. И пошли слухи, я в западной прессе здесь читал, что и осень рассматривалась, и март следующего года рассматривается, чтобы провести выборы президента и парламентские вместе, совместно, одновременно. Что вы по этому поводу скажете? Насколько реалистично люди могут на это... Я понимаю, что вилами по воде, дело неблагодарное, такие прогнозы, но вы же в этой каше варитесь, знаете и чувствуете больше. Реально это или нет? Скорее всего, я имею свое собственное мнение, которое сильно отличается от мнения других людей, связанных с выбором, уж тем более от мнения Банковой, точно это сильно отличается. Что я думаю по этому поводу? Сразу вам скажу. Первое. Ключевой вопрос. В принципе, Украине нужны выборы или не нужны, пока у нас идет война? Я считаю, что нужны. И я считаю. Причем нужны как вот 3 центрам влияния они точно нужны. Они нужны гражданскому сообществу, чтобы все вопросы о том, узурпирована ли наша власть, воспользовалась ли Зеленский и его команда, чтобы эту власть узурпировать, были сняты. Если команда Зеленского проведет выборы, это снимет все вопросы и заберет однозначно у оппозиции, которая сегодня не ведет активной деятельности, но она все равно есть, и оппозиционно мыслящих украинцев, снимет все вопросы. То есть, таким образом, Зеленский и его команда подтвердит свою легитимность. Это первое. Второй вопрос. Выгодно ли это нашим союзникам? Да. Лишний раз покажет союзникам, что они имеют дело не с авторитарным режимом, не с каким-то, вот как любят это называть россияне, незаконный режим, киевская хунта. Это абсолютно будет для наших западных союзников легитимный, демократически избранный еще раз режим. Третье. Выгодно ли это самому Зеленскому и Банковой? Безусловно, выгодно. И объясню как политтехнолог почему. Если действовать по закону и не, скажем так, принимать во внимание, что военное положение дает возможность Банковой отменить эти выборы на время военного положения, то осенние выборы выгодны Зеленскому лично тем,
что, скорее всего, он обновит Верховную Раду, которая сегодня для, скажем так, для украинцев отсутствует. Вот сегодня для украинцев Верховной Рады нету. Потому что то монобольшинство, которое там сложилось, не рассматривается как отдельный субъект политических процессов в Украине, которых нету. Все прекрасно понимают, что Зеленский есть, а монобольшинство в Раде, оно отсутствует. Его нет. Но если Зеленский на наших глазах обновит Верховную Раду, туда придет какая-то новая кровь, будет обновление, для Зеленского это огромный плюс в глазах украинцев, с одной стороны. С другой стороны, когда Зеленский, создалась ситуация монобольшинства, я напомню зрителям, которые, может быть, забыли, выборы и приход к власти Зеленского, он состоял, как я говорил, из 3 туров. В первом туре он вышел во второй тур вместе с Порошенко, во втором туре он его разбил, получив 70, по-моему, 5% голосов избирателей. А третий тур состоялся в 2019 году летом, когда в Верховную Раду он завел такое количество депутатов от своей партии, которые практически были близки к конституционному большинству, то есть принятию любого решения без участия любых других партий. Их там было больше 200, по-моему, 270, что-то такое. И это сыграло Зеленским в том числе плохую шутку. Невольно он стал нарушать нашу Конституцию. Почему? Потому что, как обычно выглядит у нас, то есть любая демократическая власть, она играется на принципе разделения властей. В нормальной стране власти начинают разделяться и быть независимыми на уровне законодательной и исполнительной власти. В Украине это распределено таким образом. Часть законодательной власти отдана президенту, которого напрямую избирают люди. Что это за часть исполнительной власти? Во-первых, это вопросы обороны и армии, отданы президенту. Он у нас верховный главнокомандующий. Это вопросы частичной правовой защиты. У него в руках СБУ и прокуратура. И это вопросы внешней политики. Ему напрямую подчиняется и он Министерство иностранных дел. Другая же часть исполнительной власти отдана премьеру, которого избирает коалиция Верховной Раде. И премьер – это обычно независимая от президента фигура, которая занимается в основном вопросами экономики. Плюс в Верховной Раде отданы вопросы внутренней безопасности. Министр внутренних дел и МВД – это тоже креатура Верховной Рады. Плюс сама Верховная Рада – это законодательная власть, которая утверждает законы. Через нее проходят все законы. Таким образом, в Украине всегда эта власть разделялась. Независимо из-за того, что очень часто украинские президенты пытались, меняя Конституцию, любыми другими способами максимально власть стягивать свои руки на Банковую, им всегда противостояла политическая конкуренция через Верховную Раду и через то, что именно Верховная Рада формирует правительство и премьера. Сейчас это исчезло. Нету никакой конкуренции у президента. Но при этом он получил и ответственность. С него сегодня и за экономику будут спрашивать, которая не в очень хорошем состоянии у нас. Там у него проблемы большие, потому что его основным таким экспертом и идеологом экономики является господин Гетманцев, а это враг всех, кто здесь занимается экономикой. Потому что этот человек, это наследник Азарова, это человек фискальной политики, это человек, который наполняет госбюджет не тем, что дает экономике развиваться, а тем, что он просто ее рекетирует, реально. И это многие другие вопросы, да. И я бы на месте президента спокойно бы отпустил монобольшинство и сказал: ребят, я отвечаю за победу на войне, потому что я главнокомандующий. Я работаю на внешнем рынке, скажем так, даже не на внешних рынках, это неправильное выражение. В международной политике это обеспечивает нам поддержку союзников, и я с этим справляюсь. И я присматриваю за правовым статусом, охраняя Конституцию с помощью генерального прокурора, который мне подчиняется, и СБУ. Охраняю нас в этой части. И я, поверьте бы, Зеленскому этого хватило с головой. А вот все, что касается экономики, вот избирайте, пожалуйста, людей, которые этим займутся, я это отпускаю. Это больше не моя ответственность. Я не буду заниматься великим будівництвом, которое строит дороги.
Этим должны заниматься новые люди, новая элита. Вот ее изберите, пожалуйста, сейчас, а с меня снимите эту обязанность. И это был бы мудрый ход, который бы очень сильно облегчил жизнь Зеленскому и, с другой стороны, подтвердил, что он остается демократическим президентом, который готов жить в стране, где власти разделены, разделение властей есть и независимость. Не знаю, понимает он это, понимают ли его эксперты, понимает ли его команда. Я думаю, к сожалению, нет. Они традиционно стараются контролировать в стране все и выстраивать ту самую вертикаль, которая выстроена и в России, и в Беларуси, и во всех авторитарных странах. А на самом деле страна с разделенными властями, с развитой демократией просто сильнее всегда любого авторитарного государства. Даже армия страны, куда идут добровольцы воевать, она сильнее любых мобилизованных. Это все одна природа. И я бы ему сказал, вот мне, я бы на его месте сделал заявление уже сейчас. Мне военное положение позволяет, ребята, не проводить выборы, но я их проведу. Потому что и стране они выгодны, и мне они выгодны. А дальше нас могут ожидать выборы президента, которые должны произойти в следующем году, в начале года, по-моему, весной. Я уверен в победе Зеленского. У него нет конкурентов, ему нечего бояться проводить эти выборы. Поэтому это и ему выгодно. Единственное, кому не выгодны выборы в стране, это, как ни странно, в Москве. Хотя здесь некоторые эксперты, я боюсь, что это заказ Банковой, который побаивается этих выборов, тоже любит выходить на выборы, кто же любит проходить очередные экзамены у своего избирателя, они говорят, что это нарратив Москвы. Возможно, в Москве тоже говорят про выборы, но они не понимают, что как только Зеленский проведет выборы и выиграет второй срок, а это нарушение второй срок его обязательств, но он вполне из-за войны может позволить себе выйти на второй срок и сказать: война поменяла мои планы, я должен завершить миссию, которая на меня возложена, победить в войне, и ему будет это прощено, и он выиграет эти выборы. Но это вырвет из рук Москвы риторику, что там Зеленский это какой-то режим, узурпатор и так далее. Более того, он будет тыкать на Путина головой. Это у вас президенты не меняются, это у вас реальных выборов нету. А я легитимный президент, который проходит выборы, их не боится, и выборы у меня проводятся на самом деле без фальсификаций и реальные. А вот это следующий вопрос. А какая техническая возможность провести сегодня выборы в стране, где часть территории оккупирована, где, извините меня, огромное количество людей, которые страну покинули, иммигрантов, говорят от 5 до 8 миллионов, где многие поменяли место жительства в связи с ситуацией на войне, где многие люди на фронт ушли, является в обязанности. А здесь все просто. Выборы должен провести Михаил Федоров. Знаете, кто такой Михаил Федоров? Да, да. Михаил Федоров – это человек, который отвечает и возглавляет Министерство цифровой трансформации. У каждого из нас есть то, что заменяет нам паспорт. Как были устроены выборы в стране до этого? Я называю это бумажные выборы. Страна была разделена на более чем 2000 избирательных участков территориальных. Ты был своим адресом, паспортом привязан к определенному участку, ты приходил туда. Там надо было, во-первых, содержать этот участок, оплачивать из бюджета избирательную комиссию. Туда отправляли наблюдателей, которые смотрели, чтобы выборы проходили честно. Ты приходил, показывал свой паспорт, голосовал за бюллетень. Бюллетени собирались, отправлялись в ЦВК, шел долгий подсчет, порой до 3 недель. Это время использовалось для фальсификаций. 3 недели – это возможность поменять, скажем так, поменять протоколы. Они вдруг резко менялись, пока доезжали до ЦВК. Даже на сервере, где шел параллельный подсчет голосов, можно было за это время что-то изменить. Как сегодня можно провести выборы, удивить весь мир и сделать так, чтобы никто не сомневался в их легитимности? Мое мнение. Никаких участков. Голосуют. Утром началось голосование в 8 утра. В 11 вечера оно закончилось. Голосуют люди, у которых есть ДИА. ДИА – это четкое подтверждение, что вы являетесь гражданином страны и имеете право на голосование. Через ДИА голосовать электронным способом. Возникает несколько массовых, каких-то вопросов. Есть люди, у которых нету смартфона и нет ДИА. Достаточно времени обеспечить таких людей бюджетным подарком под названием смартфон, заказанный, допустим, в Китае. Не знаю, где угодно. Можно заказать и простейший смартфон.
стоящие копейки, ну, потому что если действительно массово закупать государством такой смартфон, в котором уже инсталлирована DIA. Второе, сделать все-таки в определенном количестве мест так называемые терминалы, которые бы обслуживались, куда любой человек мог прийти и, имея DIA, условно говоря, воспользоваться голосованием в этом терминале. Большую кампанию провести, как воспользоваться людям, которые не завели еще DIA, ну, такой возможностью, как голосовать, обучение, курсы, волонтеры, которые пенсионерам, своим бабушкам, не знаю, я бы пришел к своей маме, у нее есть смартфон, она не очень им активно пользуется, но я бы инсталлировал ей DIA и показал, как она должна проголосовать, а возможно бы рядом посидел. То есть возможности есть. Теперь вопрос, если это все в руках Федорова, который является членом команды Зеленского, то, извините меня, все скажут, ну, у него в руках куда? Куда все придет? Придет на его сервер. И он там нарисует любой результат. Угу. Это будет фальсификация, ровно как это делает Путин со своей командой. Там они тоже голосуют бумажным способом, но он изменяет результат, потому что у них есть еще электронное голосование, за которое не топят. Окей, говорим мы. Обычно на бумажном участке есть наблюдатели, которые следят, чтобы все было по-честному, посчитано и так далее. Мы тоже можем воспользоваться такими наблюдателями. Более того, обычно на выборы присылают иностранных наблюдателей. Угу. Но зачем нам звать сюда иностранных наблюдателей? Давайте сделаем проще. Возьмем, помимо сервера, который должен находиться в нашем ЦВК, Центральной избирательной комиссии, расположим дублирующий сервер, например, в Таллине. И подпишем договор с эстонским правительством о том, что они контролируют этот сервер. Чтобы никто туда не вторгался, чтобы результат туда приходил в том числе. Почему Эстония? Ну, во-первых, это наши друзья. Трудно их заподозрить, что они будут подыгрывать какой-нибудь России, правда? Да, да. И самая продвинутая айтишная страна. О, вы поняли почему. Да, да. Второе, размещаем в Британии. Это тоже наши друзья. Плюс гарантом выступает британское правосудие, у которого самая серьезная репутация во всем мире. Что эти ребята берегут эту репутацию. Третий, Вашингтон посылаем. Итак, 4 сервера. Угу. Внимание. Результат голосования должен будет выдан на 2-й секунде после окончания голосования. То есть, по сути, в режиме онлайн, по сути. Да, чтобы времени на какие-то фальсификации не было. Но только в одном случае. Когда все результаты на всех серверах абсолютно до голоса совпадут. Чтобы сомнений не было ни у кого. Гарантами выступят американцы, британцы и эстонцы. Если вдруг украинский сервер будет отличаться, стоять, выборы считаются нелегитимными. И поэтому Банковая не будет заинтересована в максимально честном результате. Более того, серьезные команды должны работать над тем, чтобы выборы были по защищенной связи, через систему, которая тут у нас, я не айтишник просто, называется, вот знаете, когда подделка фальсификации, когда блокчейн. Да. Это блокчейн, чтобы, допустим, Россия не вторгалась или какие-то хакеры не вторгались в результаты. Вот. И мы бы удивили весь мир таким образом. Технически это возможно, абсолютно. 100%, я даже в этом не сомневаюсь, да. Теперь я вам скажу про исторические корни явления. Нам надо говорить о том, что украинцы, как нация, возникали во времена Запорожской сечи, когда это называлась страна казаков, Украина страна казаков. На поход гетьман выбирался голосованием. Рада собиралась, казацкая рада собиралась. Она собиралась, даже если во время похода у казаков называлась Черная Рада, гетьману возникались вопросы. И гетьмана либо снимали и наказывали, выбирая следующего. И от этого, наоборот, только повышалась боеспособность казацкого войска. Либо подтверждали его полномочия, что казаки продолжают ему доверять. Это плюс, а не минус. Вот надо на это смотреть по-другому. Страна, которая во время войны позволит себе демократически провести выборы, технически провести выборы, это будет цивилизационный феномен, и это сильнее. Их Зеленский точно выиграет. Это возможность Зеленскому разделить ответственность с другими людьми за то, что происходит в стране, оставив только то, что ему положено по Конституции. А человек, который сосредоточится на выполнении своих конституционных обязательств, это просто облегчит жизнь Зеленскому и позволит ему это сделать более качественно. Поэтому теперь вопрос. Думаете так Зеленский и Банковая? Я в этом не уверен.
Будет ли так? Вряд ли. Но мне бы этого хотелось. Скорее всего, я думаю, что Банкова примет такое половинчатое решение. Выборы будут отменены, воспользуются статусом военного положения и проведут их, скажут, что мы их проводим сразу после войны, так еще и совместят. Будут выбирать и Зеленского, и парламентские выборы, чтобы рейтинг Зеленского был в том числе продолжиться на «Слуг народа» или на любую другую партию, которая будет создана, ну, я не знаю. Поэтому я бы предложил такой сценарий, и он был бы крутой, очень крутой сценарий. Будет ли этот сценарий на Банковой, не уверен. И это у меня не критика Банковой, это у меня, скорее всего, попытка посоветовать им так вот удаленно, как бы я значительно сильнее действовал на их месте, чем в принципе они будут действовать инерционно. Знаете, я ведь апологет такой технологии, которая называется траблшутинг. Слышали вы? Да, конечно. У траблшутеров есть очень интересный принцип, который называется контринерционные решения. Что это означает? Смотрите, многие решения мы принимаем по инерции. Есть даже такой термин инерция мышления. Ну, все просто, да? Вас противник бьет по лицу, какое ваше инерционное решение? Его ударить. Ударить в ответ. А представьте, а знаешь, что такое контринерционное решение? Обнимите его и скажите: бедненький, что ж ты так испугался? Ну, понимаете, вас женщина обзывает подонком, а вы дарите ей цветы. Контринерционные решения зачастую очень сильны. Вот я предлагаю нашей Банковой контринерционные решения. Потому что инерция что говорит? Инерция говорит: воспользуйтесь военным положением, отмените выборы. Вы сохраните власть, вы в своих руках, максимальное количество полномочий во время войны, оно вам нужно. Я говорю: а подумайте, контринерционное решение. Отдайте часть полномочий, которые вас перегружают, ответственным гражданам Украины. Почему? Но вы же доверяете им оружие в руки, вы же доверяете им себя защищать, вы же доверяете им быть волонтерами и снабжать фронт. Почему же вы не можете им доверить, избрать им, не вам назначить премьера, который не должен вам подчиняться, а самим избрать премьера, пусть займется экономикой. А в своих руках сосредоточить. И не бойтесь то, что вы проиграете выборы. Ну, вот я вам честно скажу, вряд ли Зеленский сегодня проиграет выборы. Вы просто так обширно ответили и затронули сразу несколько вопросов, которые я планировал вам задать. Вот по поводу выиграет, не выиграет. Я могу вас спросить вообще, какая ваша оценка, даже в такой сложной ситуации? Вы считаете, провалена его каденция? Потому что до войны у него же было 3 года. Это же не просто все шло шикарно, страна шла вверх, экономика вверх, и тут война, и все перебилось. До войны он абсолютно соответствовал своим рейтингам. Он пришел к войне с рейтингом 28, 26, максимум 30%. Да, который упал с 73. Который упал с 73. Это означает, повод ему задуматься, что, наверное, к нему у граждан накопились вопросы и недовольство. Сразу скажу, если вот говорить почему так, то примерно так. Ожидали радикальных обновлений. А он просто стал осваивать ту систему, ту порочную систему, которая сложилась за 30 лет, возглавляя ее. Где-то осознанно, где-то неосознанно. Простой пример, когда я понял, что Зеленский, очевидно, не обладает ни компетенциями, ни волей для того, чтобы эту систему кардинально поменять. Так. Он стал говорить о том, что он не хочет сидеть на Банковой в том офисе, который был построен в 30-е годы и просто был пропитан энергетикой и советской власти. Но я вам даже скажу, в этом офисе даже немецкая администрация во время оккупации Киева сидела. Я не знал. Ну да, там висели немецкие флаги. Это офис на Банковой, это улица Банковая, это президентский дворец. А до этого он строился как, по-моему, ЦК, комитет партии. Ну что-то такое, было партийным зданием. Он сказал: я хочу новый офис. Это было очень правильное решение. Это, скорее всего, была калька с того, что делала команда Саакашвили. Саакашвили не въехал ни в одно старое здание, все они были проданы, а вместо этого были построены шикарные новые здания. И это не только символизм. Видите ли, в современных условиях технологически управленцам работать в коридорчиках с комнатками,
это где бумажки, это бюрократическая организация. Сегодня приветствуются open space, сегодня приветствуются другие пространства. Но ему быстро объяснили, что не надо переезжать никуда, здесь все хорошо, здесь все налажено, здесь правительственная связь, охрана. И у него не хватило воли сказать, будет как я сказал, как я хочу. А это означает, что это касается всего. 20 с лишним министерств ведомственных, которые нам Советского Союза нахрен этой стране не нужны. Здесь нужно создавать местное самоуправление, которое здесь, как, извините, больной ребенок, рождено с двумя ножками. Надо отдавать полномочия местному самоуправлению, собирать налоги, выбирать своих судей, выбирать своих прокуроров, выбирать свою разветвленную власть, выбирать своих правоохранителей. Эти реформы и ожидали от него. Потому что эти реформы единственные, кто могли бы серьезно поменять социально-политическое устройство. Да. Ведь проблема Украины не в том, что здесь плохие люди у власти, а в том, что само устройство власти строилось теми людьми, которые видели страну как плантацию, как промовую базу для узкого класса людей, которые обогащаются. И все остальные их просто обслуживают. Да, и как ты не меняй водителя, если это, извините меня, танк, он Феррари не станет, он будет танком. У Зеленского такого взгляда нет. Поэтому рядом с ним господин Гетманцев. Поэтому рядом с ним люди, которые токсичны, которые ничего не меняют. И эти вопросы накопились к Зеленскому. Все поменяла война. Когда в стране война, и когда он проявил характер, остался и возглавил сопротивление, и самое главное, особенно в начале войны, правящий класс чиновничий тихо поджал уши, и поэтому люди во многих областях взяли на себя самоуправление. Волонтеры снова собрали денег, повезли бойцам необходимое. Люди взяли в руки оружие, стали защищать свои дома. Вот. И все поменялось. И даже имея огромное количество критики и вопросов к Зеленскому у меня, я не готов был в начале войны говорить, что у меня есть вопросы к Зеленскому. У меня был только один вопрос, который совпадал с Зеленским. Нам надо выжить, и ему, и мне. И он, слава богу, здесь рядом с нами, на Банковой. И он, слава богу, начинает управлять процессами и так далее. И второе, во время войны у него появился колоссальный козырь. Какой? Этот козырь называется, он действительно самый успешный президент в отношении международной политики. Он стал явлением международным. Сегодня Зеленского любят, уважают во всем мире, больше, чем даже в самой Украине. И это дает нам колоссальные возможности в консолидации наших союзников в антипутинской коалиции. 53, по-моему, или даже больше стран сегодня лично из-за деятельности Зеленского. Я вам более того скажу, что у Зеленского однозначно является, ну, есть такое английское слово, скиллом. Как это переводят? Скилл. Навык. Навык. Это навык шоумена. Это оказалось очень эффективным навыком приобретать друзей среди мировых лидеров и других стран. Его выступления перед парламентами, его речи, его действия, его приглашение суда лидеров, его показ Бучи. Когда Макрон приехал с мирным планом, после поездки в Бучи он резко забыл о мирном плане. Он понял, что нельзя договариваться с людьми, которые вот такое сотворили с мирными украинскими городками. Вот. Это все у него большой плюс. Знаете, его предшественник Порошенко очень гордился тем, что у него профильное образование, он закончил институт. Да. Он был министром иностранных дел, и он очень гордился, он говорил, я создал антироссийскую там коалицию и так далее. Правда, это в другом. Везде за рубежом понимали, что он является, как и был коррупционером, так коррупционером остался. Особенно после скандала с панамскими паперами. А вот реальных успехов в этом плане, это, конечно, у Зеленского. Поэтому я говорю, если Зеленский сосредоточится на, скажем так, на обороне страны, и здесь у него тоже есть большой плюс, мне кажется, у него хватило мудрости все-таки в основном отдавать руководство боевыми действиями и западным советникам, и нашим генералам, которые все-таки лучше, чем он, разбираются в этом. Второе. Самому заняться международной поддержкой, и тут у него огромные плюсы, и все это понимают. Да? Ну, в правовом плане есть вопросы, честно говоря.
Здесь лучше выступают органы, которые им не контролируются. Это, ну, вот эти вот НАЗК, НАБУ, САП, антиконституционный суд. И тут ему надо наладить с ними сотрудничество. И все, через тем, что направляет прокуратура. СБУ эффективнее заработала, чем при Порошенко. Все-таки слегка эффективнее, надо отдать должное. Потому что до этого это был просто токсичный орган, который не любили все украинцы, который в основном занимался экономическим рэкетом. Я думаю, что окончательно эти болезни из СБУ не ушли. Вот, и это тоже личная ответственность. Но сосредоточившись на этом, он может добиться успеха. Вот во всем остальном успеха нету никакого. С экономикой полный провал, непонимание, как сделать из Украины экономическое чудо. А особенно это сейчас во время войны нужно. И ему просто надо отдать это в другие руки, да, и снять с себя ответственность, честно признавшись, что, ребята, я вот на этом сосредоточусь, а это изберите себе людей, которым вы будете доверять через наш парламент, Верховную Раду. Поэтому, безусловно, но я боюсь, что он идет по пути Черчилля. Что имеется в виду? Вспомните странный феномен. Мы понимаем, что войну Британия и вообще цивилизационный мир выиграл благодаря в основном Черчиллю, который проявил политическую волю даже в самом сложном положении, когда Гитлер захватил всю Европу. Британия не очень сильно получала помощь от Соединенных Штатов Америки. Америка не хотела вступать в войну, а Советский Союз на тот момент был просто союзником и ресурсной базой для Гитлера. Его известная речь, когда он сказал: а мы будем воевать, а мы не сдадимся Гитлеру. И когда половину Британии его уговаривала сесть за стол переговоров с Гитлером. И Гитлер был готов к переговорам и принять, условно говоря, мирное соглашение с Британией. Он стал воевать. Но за время войны британцы настолько накопили к Черчиллю вопросов, и там случилась такая история, что с одной стороны все понимали, что он, как премьер войны, это премьер, которому стоит доверять и поддерживать, но прекрасно британцы понимали, что как премьер мира Черчилль им не подходит. Поэтому в 1945 году, во время чуть ли не Потсдамской конференции, он проиграл выборы и был избран другой. Да. Я боюсь, что этот путь может повторить Зеленский. Пока идет война, все его будут поддерживать, и вопросов к нему не будет, даже если он не выйдет на выборы. Но как только война будет завершена, желательно нашей победой, и все мы в этом верим, все накопившиеся к нему вопросы выбухнут в то, что он не выиграет больше никакие выборы. И поэтому, конечно, ему выгодно, безусловно, провести выборы, подтвердить свою легитимность еще во время войны. Он будет поддержан. Ну и, конечно, в принципе, забыть себе думать о третьем сроке. У нас так президенты некоторые болеют этим. Да, и вторым сроком завершить свою каденцию и войти в историю страны как человек, который выстоял. Ну, как Черчилль вошел в историю как победитель. Такого сильного противника. А мирное строительство отдать все-таки кому-то другому, кто, очевидно, может оказаться лучше его в этих вопросах. Вот так я все разложил. Так вы сейчас автоматически как бы намекаете, что второй срок тоже будет, ну как бы война будет во время второго срока полностью, и только к третьему сроку, то есть через 5 лет будет мир. Когда меня спрашивали в начале войны, как я ощущаю, я сказал: я не знаю, никто не может этого знать, сколько продлится война, но мои ощущения, интуиция говорит, что не меньше 3 лет. Ну смотрите, второй год прошел. Я думаю, что основные события войны будут этим летом, в который мы сейчас вступили. Но я думаю, нам не хватит 2003 года, чтобы эту войну завершить. Нам еще понадобится 2004 год. И, ну, другое дело, что я надеюсь, что это не будет больше такой горячей фазы. Ну, например, я надеюсь, что наши выйдут на границы, которые у нас были к 24 февраля, а дальше, конечно, война не закончится. Дальше наши начнут делать все, чтобы Крым превратился для русских войск в ловушку. Наши начнут делать все, чтобы они убирались с Донбасса. Возможно, это не будут прямо такие фронтальные наступления, это будут как раз те самые, знаете, как я говорю, спецоперации должны проводить наши. Вот то, что сейчас происходит, если россияне хотят знать, что такое настоящая спецоперация, а не преступная война, то сейчас наши ее проводят в Брянской и Белгородской областях. Вот спецоперация. Оккупации нету, но какие-то военные действия там выгодные для нас, наши, как сказать, наши,
прокси. Российские прокси, которые, безусловно, работают, как наши союзники, проводят. Вот это и есть спецоперация. Возможно, 4-й год произойдет именно в спецоперациях и в завершении этой войны. Ну и это будет, условно говоря, конечно, мы выйдем на 2-й срок. Да, президенту потом придется заниматься ликвидацией последствий войны, еще чем-то, укреплять армию, завершить эту войну нашим вхождением в НАТО. Сегодня об этом Резников говорил, что мы гарантированно уйдем в НАТО, только надо вопрос победы, ну, мы не сможем входить туда, пока у нас идет война. Вот, возможно, Евросоюзом, ну, таким образом, но понятно, что к началу его 2-го срока война не завершится. Угу. Смотрите, мы все еще будем в состоянии войны. Угу. Я это тоже так вижу. Смотрите, просто чтобы сейчас далеко от темы не отходить, я просто хочу важное спросить. На этой пресс-конференции на днях журналист задает вопросы Зеленскому по поводу там бизнес-климат, налоговая система. Он говорит, честно признается, я в принципе на канале своем всегда говорил, там по всем данным, которые у меня есть, внутренними делами полностью Ермак управляет, Зеленский как бы министр иностранных дел с экстрафункциями, лицо страны, и у меня нет ни одной претензии вообще к нему по поводу международных каких-то супер, 5 с плюсом. Но все, что внутри, для меня это 2 с минусом. И он говорит, будет налоговая система новая, шикарная, феноменальная в мирные времена. Я считаю, что война экономика и выигрывается. Это и по примеру Второй мировой войны, ленд-лизом и продовольственным в том числе, и медицинские там были моменты, в общем, все, медикаменты и продукты питания, не только оружием, хотя это, понятно, первостепенно. Как сейчас реагировать людям? Потому что во время войны можно делать в том числе самые смелые решения. Он открыто говорит о том, что я не управляю сейчас внутренними процессами, и что мы полностью на дотациях сейчас у МВФ, там у стран-партнеров. Ну, понятно, это логично. Но сейчас же самое время, то есть он как бы не понимает, что это важно, или ему нашептали такие гетманцевы, что вот это... Смотрите, одна из проблем Зеленского, то, что он во многих вопросах некомпетентен. Это ничего страшного. Беда в другом, что он не понимает уровень своей некомпетенции. И порой доверяет людям, которые его некомпетенцию только поддерживают, вместо того, чтобы ее повышать. Был бы рядом советник, который ему сказал, вы знаешь, война – это идеальное время запустить новую экономику. Потому что, во-первых, есть дотации из-за рубежа, во-вторых, есть готовность радикально все менять, а в-третьих, смотрите, мировая экономика, она имеет свои правила, даже налоговые, но это правила богатых стран. Когда ты запускаешь экономическое чудо, ты должен налоговую систему упростить до минимума. Но если ты интегрирован в мирное время в тот же европейский рынок, тебе партнеры европейские не позволят, скажут, подожди, что значит ты отменил НДС? У нас же он есть. А вот война нам позволяет это делать. Это время возможностей. Надо вспомнить, например, такие страны, которые наладили свою экономику, находясь постоянно в ситуации войны. Ну, Израиль, например. Конечно. И это очень сильная и мощная экономика. Да. Вот. Поэтому, конечно, здесь президент Зеленский заблуждается. И я бы на его месте поручил бы это не Ермаку ни в коем случае, а человеку, которого изберет украинцы и которому доверятся. Более того, чем премьер отличается от президента? Президент избирается раз в 5 лет, и 5 лет мы заложники его. Премьера можно менять хоть каждый год. Потому что это вопрос того, его эффективности. Не сумел за год отчитаться о тенденциях. Верховная Рада ставит вопрос о новом избрании премьера. Понимаете? Вот, ну и так далее. Поэтому здесь, конечно, президент... Вот смотрите, где-то... Вот я вам честно скажу, если я в президентстве Порошенко не мог найти ни одного плюса, поверьте мне, вот ни одного плюса. Даже те, кто мне говорили, он армию строит. У нас до этого не было армии. Но это абсолютно неправда. Он не строил ту армию, которая бы нам понадобилась бы к моменту нападения на нас. Это вообще, да, смешно. Это последний аргумент Порохова. Он не строил эту армию. Кто у него? Муженко строил эту армию. Он нас сдавал. Он реально показал, что не способен реально даже представить себе, что мы можем даже в том состоянии, в котором были, разбить агрессоров под Дебальцево. Он вместо армии вынужден был идти на Минские соглашения, которые являлись прямой капитуляцией и то, о чем мечтала Россия, ради чего она война вела. Сделать нас абсолютно зависимыми от Кремля. На что они рассчитывали, да? Вот. Мова, ну извините меня, мова – это не дело политики.
Вот если говорить честно. Это дело культуры. И реальная украинизация, я за украинизацию, поверьте мне, но только через культуру, через поддержку этого языка и так далее. И это выдвигать на флаг, ну, вера, извините меня, государство и вера должны быть разделены. Вот просто колоссально. Но вопрос такой, окей, вера. Самое главное, что он мог сделать, плюс есть. Вот Томас это плюсик, который конкретно принадлежит Порошенко. Но на самом деле радикальное действие по-настоящему было бы простое. Тотальный запрет на действие здесь московского патриархата. И выдворение его отсюда, и запрет на его деятельность. Это было бы в дополнение к Томасу. И тогда я бы сказал, вот это плюс его. Вот конкретно у Петра Алексеевича это плюс. Но это не действие президента, это действие вице-премьера по гуманитарным вопросам. У нас вечная проблема. Проблема Ющенко, знаете в чем? В том, что он не был президентом. Он не строил профессиональную армию, зная, что есть угроза из Москвы. Он не вычистил страну правовым способом от коррупции, а она только при нем расцветала. Но был ли у него плюс? Был. Исторические вопросы восстановления нашей исторической памяти, от восстановления Батурина до памятников Голодомора, это безусловный плюс. Но это если бы он занимал должность все того же вице-премьера по гуманитарным вопросам или министра культуры. Президент должен заниматься другим. То, я вам скажу, то у Зеленского это все-таки черно-белая история. Есть минусы, о которых мы вам сказали, но есть и плюсы. Международная политика и доверие военным, которое все-таки, хотя и с опозданием, но появилось 24 февраля прошлого года. Доверие. Ну, вот такие вопросы. Я просто здесь вижу прямую проблему. Если Зеленский сам что-то не понимает, у него есть человек, который, глава его офиса, который, в принципе, не по должностной инструкции работает, а гораздо выше, он не допускает туда 100% людей, которые могли бы рассказать те вещи, о которых мы с вами, не только мы говорим про экономику и вообще. Этого не происходит. Это же прямая проблема. Ведь то, что случилась война, понятное дело, Путин первопричина. Но мы же могли быть лучше подготовлены, если бы Зеленский 3 года занимался чуть другим к этой войне. Я сейчас не буду говорить смелые вещи, что он бы не мог допустить. Я тут поддерживаю Юрия Бутусова, который постоянно критиковал и критикует власть, находится на передовой, знает ситуацию. И знаете, вот хотите, я вам скажу, что такое, еще раз продемонстрирую, что такое контринерционное решение. Давайте. Взять своим главным советником в офис президента по военным вопросам человека, который с ним выходил на скандал и его жестко критиковал, Юрия Бутусова. Угу. Таким образом, ты, с одной стороны, абсолютно ликвидируешь одного из своих оппозиционеров и оппонентов, с другой стороны, действительно доверяешь человеку, который служит не тебе, не твоей зоне комфорта, а реальной армии. И говоришь, твоя задача наладить так военное строительство, о котором ты мечтал, чтобы оно было суперэффективным. Тебе дается там 3 месяца. Через 3 месяца должны быть первые результаты. Если Юрий Бутусов их проваливает, все очевидно. Критика была неконструктивной. Ты критиковал просто, чтобы критиковать, ничего не понимая. Если даешь результаты, ты становишься моим соратником. И я сделал заслуженное действие, компетентному человеку поручил делать то, что поручил. Плюс у тебя есть определенное доверие. И оппозиция тихо осыпается. Потому что сейчас оппозиция поддерживает Бутусова, который критикует президента, а так он становится правой рукой президента в вопросах военного строительства. Это и есть контринтуитивное, контринновационное. По инерции хочется своего противника загнать под лавку, а ты действуешь наоборот, сделаешь его своим, приближаешь его к себе так близко, как никто другой. Правильно? И опять во что упирается? Если бы даже Зеленский, допустим, хотя мы знаем оба, что это не так, в голове себе допускал такие моменты, он непременно бы это обсудил с тем же условным Ермаком, хотя а вполне конкретным Ермаком. Кто сказал бы ни в коем случае? Честно, Ермака не должно быть. Не конкретно Ермака, такой должности не должно быть, с таким влиянием. Смотрите, глава офиса президента должен быть клерком, о котором страна не знает, который просто обеспечивает, ну, как офис-менеджер. Я к этому веду, конечно, конечно. А сегодня у нас Ермак, извините меня, человек, который имеет колоссальное влияние управления, хотя украинцы его не избирали. Избирали у нас президента Зеленского. При этом это очень важно. Явление, он имеет колоссальные возможности, но при этом не имеет ни политической, никакой другой ответственности. Потому что прикрыт, мы его не избирали, он прикрыт президентом. Он выгоден, лоялен, и им доволен президент, потому что он ему обеспечивает зону комфорта.
Это очень хорошо, что вы это сказали, Сергей, потому что это очень важно. У меня нет задачи просто тупо критиковать Зеленского. Я бы сейчас с удовольствием находился в Украине и Я помогал. вам скажу, у меня нету знаний, во многом Ермака обвиняют, что он является российским шпионом. Я вам честно говорю, я не знаю. Может быть, и не является он никаким российским шпионом. Но сама управленческая система у Зеленского, когда есть такой Ермак, с таким влиянием, с такими полномочиями и без ответственности политической, потому что он неизбираемая должность, это колоссальная проблема. Это очень опасная и очень неэффективная схема управления страной. Окружать себя надо людьми, которые не создают тебе зону комфорта, а которые функционально являются сильными, у которого есть ответственность перед обществом, они открыты и публичны, да, которым доверяют и так далее, у которых есть своя репутационная история, вот как кредитная история есть, да, когда с вами банк будет иметь, если у вас хорошая кредитная история. Социум хочет иметь дело с людьми, у которых хорошая репутационная история. У Бутусова она есть. Он публичное был лицо, мы его помним с Майдана, мы помним его позицию. Он может провалить должность, но дайте ему возможность показать себя. Ну, условно, помимо Бутусова, таких экспертов я лично знаю, человек 10, которые могли бы стать прекрасной командой президента. В разных сферах. В разных сферах. Но они не являются в зоне комфорта. Они преданы не президенту, а своему делу, своим идеям. Они ершисты, они говорят неудобные вещи. Они иногда тебе говорят: господин президент, вы некомпетентны. То, что вы делали до этого, это неправильно. К сожалению, не все готовы это воспринимать. Не все готовы быть столь сильными. Да. Я голосовал за Зеленского. И я голосовал за Ермака. Во втором туре. А я и в первом, и в втором голосовал. Ну, я, честно скажу, голосовал против Порошенко. Еще, то, что мы с вами сейчас делаем, это ни в коем случае не, как вам сказать, не хайп президента. Критика, да. Но критика как людей, которые хотели бы, чтобы президент был сильнее, принимал более сильные решения, чтобы мы вместе с президентом выиграли эту войну и вместе с президентом улучшали эту жизнь и эту страну, чем наоборот. Правда? Я бы сказал, не президент сильнее, а Украина сильнее. Меня моя страна интересует. Ну, я не разделяю Зеленского с Украиной на 100%. Сильно их, не так. Эффективно действующий президент, как управленец, это в том числе сильная Украина. В таком контексте 100%. Меня же что излит, почему вот у меня такие иногда выходят видео, там, мега критичные. Нет задачи лично как-то, извиняюсь, обосрать Зеленского или что-то в этом роде. Тупо критиковать, я всегда предложения какие-то, альтернативу. Мы с вами знаем, как экономика должна выглядеть. Я слышал ваши взгляды, они для меня неолиберальные, близки к либертарианским. Да. Я точно таких же взглядов. Мы очень много совпадаем, 95%. Главная суть, то есть есть идеология какая-то. Проблема Зеленского, у него не было никакой идеологии, философии, видения изначально. И все разорвали на части в каждой отрасли. И в итоге бардак. И теперь Ермак ему проблема. Если бы не нападение россиян, потому что война, мы и так были в состоянии войны, он бы тихо к концу своего срока пришел к маленькому рейтингу и, скорее всего, выборы проиграл бы президентские. Как это были у всех предшественников до него. Все приходили на огромных надеждах, на обещаниях, на ожиданиях, и все, конечно, не соответствовали, поэтому проигрывали выборы. Ну, единственный Кучма, у него там особая ситуация, он вышел на второй срок. Янукович вообще сбежал, потому что терпеть уже не могли его до срока. Порошенко — это колоссальное разочарование. Если бы такого не было бы и Зеленского. Тут Зеленский, 100%. Это приговор ему был, да? И он шел тем же путем, не понимая главной сути, как же сделать по-другому, как изменить алгоритм. Понятно, что война все поменяла война, но это не говорит о том, что президенту позволено все. Он все-таки должен свою компетенцию наращивать даже во время войны. Война не индульгенция, война повод быть более эффективным. Да. И, возможно, пересмотреть свои взгляды и систему, манеру управления, стиль управления, в том числе то, что мы с вами обсудили. Если он что-то раньше не делал, не понимал, то в такой экстремальной обстановке, возможно, нужно было что-то пробовать. Этого не происходит, и, к сожалению, этого по пресс-конференции я понял, что этого даже не видно. Он сказал: охренели налоговики, я сейчас их разорву на части. Но это Лукашенко стайл, получается так. Ну да, это, извините, ручное управление — это очень плохая манера управлять большими социальными системами. Зрителям точно было интересно.
Не все темы охватили, но ничего, если у вас будет время, как-нибудь я бы с удовольствием... Я просто вам объясню, зритель больше 40-45 минут не выдерживает, а мы с вами уже тут больше Час. Да. Да. Спасибо, Сергей. Спасибо вам. Беседу, да. Побежал я. До свидания. До следующих встреч, да. Да, до свидания.